А мы продолжаем упорно двигаться дальше. Расследование только началось. Мы не ищем сенсаций и не подгоняем факты под удобные версии. Мы просто идем шаг за шагом, сопоставляя время, поведение людей и используя логику. И чем дальше мы продвигаемся, тем яснее становится. Случайных движений в этой истории не было. Даже то, что выглядит будничным и смешным, как шутливый боевой листок, найденный в палатке, на самом деле говорит о состоянии дятловцев куда больше, чем самые громкие гипотезы. Начинается самая тихая и самая тяжелая часть расследования. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, мы оставили Колеватова в состоянии апатии. Он тихо сидит под деревом в ожидании своей очереди. Он слышит стоны Золотарева и Дубининой, прокручивает в голове события последних дней и смотрит, как кто-то из чужих уже полез на кедр, чтобы взглянуть, а что там происходит вокруг палатки. Из их разговора он понимает, что сейчас решается вопрос. Туристы в палатке не должны застать их четверку живыми, чтобы те не успели им рассказать, что с ними произошло. Его судьба пока не решена, о нем как будто забыли. И вот чужие нашли решение – травмированных туристов перенести в ручей. В первую очередь, чтобы те не светились на поверхности. А сейчас приведем выдержки из протокола, которые мы будем расшифровывать. На склоне западной стороны высоты 880 от известного кедра в 50 метрах в ручье обнаружены 4 трупа, из них 3 мужчины и 1 женщина. 2 мужчины и 3 лежат головами на север по течению ручья. Труп Дубининой лежал в противоположном направлении, головой против течения ручья. Дубинина одета, на голове подшлемник. И 2 трупа лежат обнявшись, на головах обоих ничего нет. Конец цитаты. Начнем с Тибо и Золотарева. Они лежат рядом, и, судя по их трупным пятнам, оба умерли на том месте, где их нашли. Об одежде. Я сознательно не впутываюсь в это дело, кто во что был одет и как там чья-то одежда на ком-то оказалась. Во-первых, еще сами туристы могли одолжить друг другу какие-то предметы одежды ранее. Во-вторых, чужие как-то их там раздевали, то одевали. В-третьих, морги что-то напутали. В-четвертых, сами родственники не могли точно указать, где чьи вещи. Например, Тибо на фотографии, где он лежит в ручье, голову его не видно, она в воде. А в другом месте, где он рядом с Дубининой лежит, когда их вытащили из ручья, что-то похожее на шапочку, прилегающую к голове. Фотографии тел я показывать не могу, поэтому сами их ищите в интернете. А судмедэксперт пишет, что на секционном столе на голове Тибо одета и плотно завязана шерстяная вязаная зеленого цвета спортивная шапочка, брезентовый меховой шлем цвета хаки с застежкой молнии. Шлем затягивается шнурком. Так что с одеждой не разберешься, там только запутаешься. Мы здесь интересуемся лишь обувью. Там хоть какая-то конкретика. И вот чужие положили Тибо и Золотарева в ручей рядышком. Текущая в ручье вода имеет температуру плюс 3-4 градусов Цельсия. И перенесли их в ручей, конечно, не для того, чтобы там трупы быстрее разложились, а чтобы ребята там побыстрее покинули этот мир. Именно эта задача была самая актуальная на тот момент для чужих. Отнесли или отволокли их в ручей примерно в 17:00. Если эти 4 вышли от места палатки в 15:30, зашли в лес в 16, то травму Тибо получил где-то в 16:30. И ему оставалось жить час на морозе, как мы вычислили ранее, потому что никто его не утеплял. Дальше полчаса на травмы Золотареву и Дубининой, значит где-то в 17:00 их уложили в ручей еще живых. И здесь есть парадокс, который часто путают. Почему в ручье теплее, чем на морозе, но умирают там быстрее? Да, вода теплее воздуха, но теплопроводность воды в 20-25 раз выше, чем у воздуха. В комнате при температуре 20 градусов мы чувствуем себя теплее, чем в воде при температуре 25 градусов. И в ручье вода мгновенно отбирает тепло из тела, мокрая одежда перестает греть вообще. Поэтому ребят кинули в ручей также для того, чтобы они там скорее скончались.
Тибо лежит первым, в раскопе видна одна рука его с часами и голова в воде, другая рука согнута в локте и прижата к животу. С Тибо все понятно. С Золотаревым все намного сложнее. Да, трупные пятна Золотарева тоже образовались на том месте, где он умер. Значит, его тоже живым положили в ручей, но, во-первых, непонятно, в сознании он был или нет. Второй момент. У Золотарева на груди лежал фотоаппарат. Потом из него извлекли снимки, какие-то вспышки на пленке оказались. Понятно, что под снегом и от мороза пленка испортилась. Когда ее проявили, тут и началось. Так это огненные шары, это ракета на них летит. Вот так Золотарев в полете ракету и сфоткал, успел. С какой там скоростью ракеты летают? Напомните, а то я что-то подзабыла. Но на конференции, посвященной 63-летию этих событий, журналистка Варсегова из «Комсомольской правды» показала вот это фото, которое кто-то сделал из обрывков пленки из этого фотоаппарата. 3D-модель изображает людей вокруг костра. Один из них держит в руках оружие, другой лежит на земле, третий над ним склонился. Неизвестно, что это за умелец, но понятно, что все его затюкали. Это фото не вписывалось в основные дятловедческие версии, потому что этого просто не может быть. Вот и все аргументы. Так вот, мы видим, что правая рука Золотарева сильно согнута в локте, и кисть его руки находится около лица. К этой руке привязан на ремешке фотоаппарат, а не висит, как везде пишут. И это и есть загадка. Кто сделал эти снимки из этого фотоаппарата? Потому что получается, что после этого камеру аккуратно положили в чехол и застегнули его на кнопку. И это не Золотарев. После получения травм он был не способен на это, а до того ему было некогда, потому что он шумел и вел себя активно, раз его пришлось обездвижить. И никто бы не позволил ему ничего фотографировать в момент конфликта, когда было еще светло на улице, между прочим. Посмотрите, как прикреплен чехол с камерой к его руке. 2 раза обмотали и заботливо положили фотоаппарат ему на грудь. Таким образом, версия «Золотарев делал эти снимки» не выдерживает критики, потому что после травмы, которую он получил, удерживать камеру, наводить фокус, нажимать кнопку нереально. У него было хаотическое прерывистое дыхание, он испытывал страшную боль и не был способен на осмысленное действие. А камера эта прижата к его груди, аккуратно привязана к правой руке и не потерялась во время его переноса в ручей. Потому что фотографии те все сделаны не из ручья. Так что это не выглядит как действие умирающего человека. Это выглядит как преднамеренная фиксация предмета на его теле. Вывод 1. Фотографировал не Золотарев, а тот, у кого не было ни единой прижизненной травмы. Тот, кто хотя и в апатии, но мог двигаться и совершать осмысленные действия. И это Колеватов. Видимо, когда чужие отвлеклись, а он сидел под деревом в подавленном состоянии, то заметил фотоаппарат, который валялся на снегу. Он понял, что это шанс. Он поднял фотоаппарат, сделал несколько снимков, потом положил камеру в футляр, закрыл его, защелкнул, или как он там закрывался, и его привязал на руку Золотарева. Вопрос только в том, в ручье он это делал, или еще когда Золотарев лежал на земле. Почему версия с Колеватовым логична? Оставлять при себе фотоаппарат он не решается, потому что его судьба еще не решена. До него доносятся фразы от чужих. Одни предлагают его оставить в живых, другие раздеть и заморозить. И он прячет камеру на полуживом Золотареве. И если это было на земле, и тот еще мог что-то осознавать, то Колеватов прикрепил камеру к руке и попросил Золотарева придерживать ее рукой, поэтому и была рука Золотарева вот так согнута. Может, он даже за пазуху фотоаппарат ему сунул, она потом вылезла оттуда. А может, он в ручье ее привязал. Тут нет никаких догадок, потому что мы не знаем точные обстоятельства смерти Колеватова. Что до блокнота и карандаша, которые были в руке Золотарева, то, как пишут исследователи, непонятно из чьей руки вытащил этот блокнот Артюков.
Рука Колеватова там где-то рядом. Правда, Аскинадзе четко помнит в руках Золотарева блокнот и карандаш. И даже описывает его, что блокнот раскрыт и зажат в левой руке, карандаш в правой. Но на фото мы видим, что Артюков в руке держит некий предположительно бумажный предмет. Исследователи считают, что ни размерами, ни пропорциями, ни переплетом, ни страницами он никак не похож на блокнот. Скорее всего, это газета, которую обнаружили у Золотарева в заднем кармане. Так что тему блокнота с карандашом оставим. Там все непонятно, не будем тратить на это время. Потому что у нас есть еще одна загадка Золотарева, которую дятловеды стараются не замечать. Это то, что он умер на правом больном боку. Кто ломал ребра, знает, что это никак невозможно, чтобы живой человек в сознании повернулся на ту сторону, где у него травмированное ребро. Его положили в ручей на спину. Как бы его несли, за руки, за ноги или тащили бы за плечи. И маловероятно, что чужие перевернули его на правый бок в ручье или он сам повернулся на больные ребра, если был в сознании. Но к этой загадке мы вернемся позже. Что до Дубининой, то тут совершенно другая картина. У нее трупные пятна на спине и на полубоку, как мы уже рассматривали. А почему Люда без валенок? Ведь Тибо в своих валенках, а Золотарев в своих бурках. Потому что, видимо, Люда долго не теряла сознание и показывала все признаки живучести. И тогда с нее сняли валенки, чтобы она быстрее умерла. И, как видим, все действия чужих были направлены на то, чтобы их жертвы как можно скорее замолчали навеки. Судя по трупным пятнам, Люда умерла лежа на полубоку, но не в том месте, где ее нашли. У меня один вариант. Ее положили на камни выше в ручье. Вот этот ручей. Обратим внимание на камни и скорость течения. Место, где ее нашли, указал Мохов. И уложили ее, как и Тибо с Золотаревым, на спину или с небольшим боковым наклоном. И в таком положении ее тело находилось не менее 2 часов. Именно за это время трупные пятна успевают сформироваться и становятся хорошо выраженными на задней и боковой поверхности туловища. И что важно, конечностей. Но при этом трупная ригидность еще не закрепляет окончательно позу, особенно в условиях сильного холода, где эти процессы замедляются. И полежав пару часов, тело, по-видимому, под влиянием течения сползло вниз. Его перевернула, подтянула по течению и зафиксировала в той позе, в которой Люду впоследствии нашли, на коленях, лицом на камне. Именно поэтому положение тела в ручье и не отражает той позы, в которой наступила ее смерть. То есть вода или движение в русле сдвинули тело, перевернули, посадили на колени, зафиксировали лицом на камне. И это произошло в это окно, когда трупные пятна сформировались, а ригидность конечности еще не наступила. Дубинина, по словам Мохова, лежала в воде полностью, вода текла по ее спине. Другой вариант, что ее через 2 часа в это же окно перенесли и вот так кинули на камень. Но это маловероятно, потому что, перенеся 3 травмированных в ручей, чужие больше ними не занимались. У них были другие заботы. Вот видите, а на первый взгляд мне казалось, что Люда хотела встать, но потом упала лицом на камень. Исследования же показывают совершенно другую картину. Так получается на практике. Первые впечатления не всегда подтверждаются, если проблему изучить более внимательно. Самая сложная головоломка в этой ситуации – Колеватов. Он лежит в ручье без головного убора, как зафиксировано в протоколе. Он одет, прижизненных травм ни одной. Цитируем акт судмедэксперта. Обнаруженное на теле Колеватова телесное повреждение в области головы, дефекты мягких тканей, а также банная кожа являются посмертными изменениями трупа, находившегося в последнее время перед его обнаружением в воде. Конец цитаты. Умер Колеватов в той позе, что его нашли. Но он тоже без валенок, как и Люда. Это темное пятно. Может, он пережил всех дятловцев.
Может, досмотрел всю эту страшную трагедию до конца. Нам это неведомо. Но сухой, хорошо одетый, в валенках, без сильного ветра, он бы еще прожил до 6 часов, может больше. Даже если Колеватов ходил туда-сюда и пытался греться, при минус 15 он мог продержаться несколько часов или до утра в крайнем случае дотянуть. Значит, валенки и головной убор с него сняли, опять же, чтобы ускорить процесс его ухода. Валенки здесь критический фактор. Через ноги теряется огромное количество тепла, и валенки эту потерю резко уменьшают. При минус 15 без валенок ноги теряют тепло катастрофически быстро. А если еще и в ручье, то ноги находятся в воде или даже на мокрых камнях, одежда быстро сыреет, тепло отбирается постоянно. 20-40 минут до тяжелой гипотермии, менее часа до смерти. И валенки отсутствуют именно у тех, кто показывал признаки жизни. Их не сняли с обреченных, а с тех, кто выглядел живучими, с Колеватова и Дубининой. Тибо для чужих выглядел как «все, готов», с него нет смысла ничего снимать, результат и так очевиден. Золотарев тоже не подавал звуки. Здесь решение выглядело как «с ним вопрос закрыт». Чужие прохаванные были в этом деле, заключенными натренировались. Даже без насилия полуживые туристы замерзли бы в течение часа. И у них забрали только некоторые предметы одежды. Перчатки, шапки, валенки. Ограничили движение, мороз и вода завершили дело. Потому что время поджимало чужих, и они лихорадочно решали, что делать дальше. Вернемся к позе Золотарева на правом больном боку. Что до того, как умер Колеватов, у меня назойливая картина перед глазами, хотя я ее и отгоняю от себя. В этой картине он сам спускается в тот ручей и ложится рядом с Золотаревым. Хотя, наверное, на самом деле его разули, забрали шапку, отнесли в ручей в полусознательном состоянии и положили рядом с Золотаревым, который уже в отключке лежал на спине. Но поза Колеватова в ручье – это свидетельство его последнего усилия найти тепло и опору. То, что он оказался прижатым к Золотареву, выглядит как попытка уменьшить свои страдания, и он подсознательно потянулся к Золотареву, чтобы согреться. Но если Золотарев лежал на спине без сознания, то о его бок много не нагреешься, а Колеватов точно не знал и не мог знать характера его травм. Для Колеватова Золотарев был просто тяжело избит, задыхался, но не выглядел сломанным именно с правой стороны. Он понимал только одно – человек еще жив, тепло, единственный шанс умереть более покойно. В таком состоянии не думают, какая сторона травмирована, а думают, как прижаться, чтобы было теплее. И он переворачивает Золотарева на правый бок и притискивается к его спине, увеличивая тем самым площадь тепла. Тело Колеватова это подтверждает. Полусогнутые пальцы, подтянутые ноги. Это классическая поза гипотермии. Человек инстинктивно уменьшает площадь теплоотдачи, прижимает конечности, замирает. Это поза человека, который не сопротивляется и постепенно теряет силу. И вывод судмедэксперта. На основании исследования трупа Колеватова считаю, что смерть его наступила в результате воздействия низкой температуры. И сбросив дятловцев в ручей, чужие решили, что с ними покончено, и обговаривали свои дальнейшие действия. Уйти пока они не могли. Вдруг сейчас остальные спустятся из палатки и найдут своих товарищей еще живыми, и те успеют им все рассказать. Один из шестерок вылез на кедр и наблюдал за горой, а остальные совещались. А мы прикинули примерно, что уже где-то до 17:30, как минимум трое, Золотарев, Дубинина и Тибо, уже лежали в ручье. И пришло время посмотреть, что там делают остальные дятловцы, которые остались в палатке. В 15:00 вся группа вышла на гору Холодчахль, определились с местом, начали ставить палатку. Дятлов, Колмогорова, Слободин, правая рука Дятлова еще с Алтая, Дорошенко и Кривонищенко. Пока осмотрелись туда-сюда, в 15:30 та четверка пошла за дровами.
В 16 установили палатку. До 16:40 рутина, раскладывают вещи, проверяют снаряжение, все при делах. И тут нам становится понятно, как ясный день, очередная загадка, над которой детловеды сломали мозги. Это газета «Вечерний Атартен». Зачем им взбрело в голову писать этот боевой листок? А разгадка проста. Потому что эти 5 уже все вещи разложили, а то и 4 с дровами все нет и нет. И в томительном ожидании им надо было чем-то заполнить время. И с 16:30 до 17 это творческое отвлечение на газету «Вечерний Атартен». Настроение у всех веселое, ребята все еще в своем кино. Ну разве может что-то плохое с их товарищами внизу произойти? Ну подумаешь, великое дело сбегать вниз за дровами. И они берутся за шуточную стенгазету, и так как они в шаге от своей цели, горы Атартен, то и называют ее «Вечерний Атартен». Титов тоже этот момент рассмотрел, и мы с ним согласимся, что в боевом листке упомянуты почти все те, кто ушел вниз за дровами. Все, кроме Золотарева, потому что он не так близок, и ребята постеснялись нарезать ему задачи и вообще упоминать его, а вдруг обидится. Задумка была такая: за ужином читать этот боевой листок и смеяться. Встретим 21-й съезд увеличением туристорождаемости. Философский семинар «Любовь и туризм» проводится ежедневно в помещении палатки, главный корпус. Лекции читают доктор Тибо и кандидат любовных наук Дубинина. Новости техники, туристские сани, хороши при езде в поезде, на машине и на лошади. Для перевозки груза по снегу не рекомендуются. За консультацией обращаться к главному конструктору товарищу Каливатову. Как видим, это все еще продолжение любовных дискуссий. Про что не начнут говорить дятловцы, а все ведет к туристорождаемости, философский семинар «Любовь и туризм», кандидат любовных наук Дубинина. Все нацелено на вопросы взаимоотношения полов. Страшно это даже произносить, но 3 из упомянутых в стенгазете уже или лежат в ручье, или на пути к нему. Далее упоминают о тех, кто еще в палатке. Спорт. Команда радиотехников в составе товарищей Дорошенко и Колмогоровой установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки 1 час 2 минуты 27,4 секунды. Это значит, что печка лежит в чехле, и намек на то, кто ее быстренько соберет. В общем, этот боевой листок – это свидетельство того, что в тот вечер никто в палатке не ждал беды. Люди, которые чувствуют опасность, не пишут стенгазеты. А ребята ждали своих и были уверены, что те скоро вернутся. А что с ними может случиться? В СССР, где от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной родины своей. На этом месте я заморочилась таким вопросом. А читали ли детям 1936 года рождения родители или в детских садах стихи Чуковского про Бармалея? Те самые строки, которые с детства вбиваются в память. «Ни за что на свете не ходите в Африку гулять, в Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей». Чуковский ведь сочинял такие стихи не просто так. Это не страшилка ради рифмы. Это такой прямой, почти грубый разговор с ребенком об этом мире. Это предупреждение. Мир не везде добрый, не везде безопасный. И не всякий взрослый хороший. В Африке не потому, что Африка, а потому, что там все чужое, неизвестное. Акулы, крокодилы, гориллы. И главное, Бармалей. Не мифическое чудовище, а вполне человеческий злодей. Бегает, обижает детей, лупит их и даже ест. Чуковский честно говорил ребенку: «Будь начеку». И не случайно такие стихи у него родились. Бармалей был написан в 1925 году. Чуковский слишком хорошо видел, что творится вокруг, чтобы рисовать детям исключительно розовый мир. Он видел насилие, жестокость, произвол и знал, что дети вырастут и столкнутся с этим. Он пытался подготовить их, а не убаюкать. Но дальше происходит то, что важно именно для понимания поколения дятловцев. А дело в том, что за 8-10 лет до их рождения советская власть усекла этот момент и стала ставить Чуковскому палки в колеса. В
В 1928 Наденька Крупская объявила его крокодила идеологически опасным и начала борьбу с чековщиной. В 1929 выходит резолюция Общего собрания родителей Кремлевского детского сада под названием «Мы призываем к борьбе с чековщиной». Поэта обвиняют в том, что он развивает суеверия и страхи, что он пугает советских детей. В список вредных книг попадают «Бармалей», «Мойдодыр» и «Чудо-дерево». По сути, советские функционеры предупреждают детских поэтов: не смейте пугать наших детей реальностью. Советскому ребенку положено жить в мире, где зло где-то далеко, за границей, а здесь у нас все правильно, справедливо и безопасно. Чуковского травят, его стихи запрещают. А потом контрольный выстрел. 1 марта 1944, когда маленькие дятловцы учились читать, в «Правде» вышла статья целого академика Павла Юдина, который возглавлял Институт философии Академии наук СССР под названием «Пошлая и вредная стряпня Чуковского» в газете «Правда». Юдин назвал творчество Чуковского как вредная стряпня, которая способна исказить представление детей современную действительность. А теперь простая арифметика. Дятловцам в этот момент 6-10 лет. Это как раз тот возраст, когда формируется базовое представление о мире. И Бармалея им не читают, потому что Бармалей подтолкнет их к тому, чтобы задуматься над тем, что происходит вокруг. Стихотворение Бармалея объясняет ребенку то, что говорить вслух не положено, что опасность может быть рядом, здесь, что взрослые могут быть жестокими, что не всякий чужой добрый. И это не ерунда. Это некрасивое лирическое отступление. Так воспитывали советских детей. Мир безопасен, зло абстрактно и далеко, а свои всегда правы. И, кстати, в самой сказке именно родители просят детей не ходить в Африку гулять. А в нашей истории родители, наоборот, сами отпускают их и даже поощряют поход туда, где трудно и опасно, потому что так надо, потому что так требует партия. И так эти родители и в школе, и в институте, и дома заточили Дятлова, что тот на все предупреждения об опасности гордо парировал. А нам чем труднее, тем лучше. Это все не про поэзию как таковую, это про то, какими выросли эти ребята. Про отсутствие внутреннего стоп-сигнала, про абсолютное доверие к взрослым, к партии и правительству. Про то, что им не закладывали с детства мысль: остерегайся Бармалея, он может быть совсем рядом. Короче, это маленькое лирическое отступление в копилку понимания, почему в критический момент дятловцы сейчас сидят в палатке и не испытывают никакой тревоги, хотя их товарищи отсутствуют более часа-полтора, потому что в воспитании детей ничто не проходит бесследно. Но об этом мы еще поговорим в других темах. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И вот здесь важно отметить состояние дятловцев в палатке. В ожидании горячего ужина, занимаясь боевым листком, они, как мы сказали, не испытывают никакой тревоги, ни скрытой, ни подавленной. Это видно по тону, по шуткам, по самому факту, что в палатке рождается вечерний тартен, а не обсуждение рисков и не план «Б» на случай ЧП. А это означает простую вещь. Если они и встречали чужих у Лабаза, как предполагает Тиунов, то там не было конфликта. Но гораздо более вероятно, никого они по дороге вдоль Ауспии вообще не встречали, потому что после встречи с чем-то тревожным люди не шутят, не играют в стенгазету и не ждут ужин с таким внутренним спокойствием. Боевой листок – это маркер. Дятловцы продолжают демонстрировать ребяческое, студенческое поведение, и это не упрек, а факт. Они не оценивают внешний мир как потенциально опасный. Они оценивают себя в нем как сильных, опытных, все под контролем. Они все еще в той самой ауре агитбригады, походной самодеятельности, где любое испытание – часть веселой игры. И только потом, уже ближе к 5 часам, что-то начинает слабо, почти незаметно скрипеть внутри. Прошло 1,5 часа, а заготовителей дров все нет.
Возникает легкое недоумение. Начинают считать. Полчаса спуск, час там, пора бы уже. Кто-то выглядывает из палатки, снег, туман. Кто-то выходит на край ровной площадки, туда, где туман тоньше, всматривается в лес. Вот-вот должны появиться их товарищи с бревном на плечах, а Люда с охапкой хвороста. Но они опытные туристы, и именно поэтому начинают рационализировать. Вспоминают: «А, было уже, бывало такое, овраг пришлось обходить, снега намело, заблудились на полчаса ребята в том походе, и ничего, потом вышли». Все всегда заканчивалось хорошо, но еще полчаса подождем, а потом уже начнем по-настоящему волноваться. Титов считает, что все 5 все-таки пошли на поиски. Мы его поправим. В походах так не делают. Кто-то обязан остаться на хозяйстве. Да и формального повода для поисков еще нет. Хотя голод уже поджимает, кто-то потянулся к корейке и тут же получает по руке. Рано, дождемся ребят и все вместе поужинаем. И именно здесь Дятлов совершает свою предпоследнюю роковую ошибку. Если бы на душе его кошки скребли, он бы действовал иначе. Но он не испытывает никакого беспокойства и потому отправляет Дорошенко и Кривонищенко не на поиски, а на помощь. Помочь тем 4 донести тяжелое бревно, ускорить процесс, вернуть вечер в привычное русло. Настроение все еще бодрое. Дятловцы себя успокаивают, это не поиски, это просто помощь. И Дорошенко с Кривонищенко, тепло одетые, уходят в ночь помогать своим товарищам нести тяжелые дрова.